Джон, давай выбирай себе место в вагоне. У окна или у прохода? В какой части поезда тебе больше нравится ехать? В начале, в середине, в конце? Поезд идет почти 4 часа. Выбрать хорошее место очень важно. Люблю сидеть у окна и смотреть на разные пейзажи. Кстати, а почему вы говорите «Питер» вместо «Петербург»? Ну, Петербург для русских очень длинное слово, и оно звучит очень по-немецки. Знаешь, бург значит город по-немецки. Поэтому в России между собой говорят не Петербург, а Питер. Мне кажется, сидеть 4 часа у окна довольно скучно. В поезде можно пойти в вагон-ресторан, чтобы перекусить. Или, например, познакомиться с красивой девушкой. Я не об этом думаю, Лёва. Я думаю, что мне еще нужна гостиница, где я остановлюсь на 3 дня. Приеду я поздно вечером на Московский вокзал в Петербург. Или, как вы говорите, в Питер. И куда я пойду ночевать? Ну, это совсем не проблема. В Питере очень много небольших отелей, квартир и даже комнат, которые можно снять. Но мы ничего не будем бронировать сейчас. Сначала я позвоню своей подруге, у которой большая квартира в центре города. Я спрошу ее, можешь ли ты остановиться у нее на 3 дня. Если она никуда не уехала, уверена, что она согласится. Надеюсь, Джон, что тебе повезет. Знаешь, ты счастливый. Я тебе немного завидую, что ты поедешь в Питер. Я тоже хотел бы опять увидеть Неву, широкие улицы с дворцами, пойти по Невскому проспекту к Эрмитажу, погулять по летнему саду, полюбоваться на прекрасные статуи. Эх! Да, сейчас ведь в Петербурге белые ночи. Романтическое время года. Можно гулять по городу не только днем, но и ночью. Ночью город совсем другой. Ночной Питер мне даже больше нравится, чем дневной. Ну, Джон, счастливого пути. Передавай от нас большой привет нашему любимому городу, северной столице России. Ждем твоих фотографий и впечатлений из Питера. И смотри, не опоздай на поезд. Эх, я бы тоже с удовольствием поехала с тобой. Жаль, что не могу составить тебе компанию. Самое главное, желаю тебе теплой солнечной погоды и отличного путешествия. А куртку возьми с собой на всякий случай. В Питере никогда не знаешь, как надо одеваться.